Друзья, всем привет! Остался у меня каркас из профильной трубы, на котором стояла бочка. Был подключен автополив, пока мы не жили на участке. Теплица работала автономно, открывались двери и происходил полив. Сейчас, когда мы уже переехали, особой надобности в этом нет. Поэтому каркас решено было разобрать, и заодно эти обрезки профильной трубы пойдут в дело. Демонтаж легко делать сабельной пилой, с пилкой по металлу. Нет искр и сильного шума, как в случае с УШМ. Далее трубы немного зачищаю и пилю на отрезки. 2 по 2 метра, 2 по 80 сантиметров и 3 по 1,5 метра. Но это размеры чисто для моих нужд и могут быть любыми другими. Далее достаю трубогиб. Необходимо изогнуть 1,5-метровые трубы так, чтобы они как раз были шириной 80 сантиметров. Да, конечно, вся простота конструкции упирается в наличие трубогиба. Если он есть, то все просто. Если нет, то практически невозможно. Но в хозяйстве иметь простейший недорогой трубогиб я считаю надо. У меня вот такой трубогиб Аффи. Да, он берет немного размеров труб 20 на 20, 40 на 20. Но, на мой взгляд, это самые ходовые для простых домашних нужд. И полку сделать, парник, тепличку и так далее. Работать удобнее всего шуруповертом. Это быстро и просто. Трубогиб легкий, места не занимает, но выполнен в заводских условиях и из хороших материалов. Буквально за 10 минут все сделал. Вообще я его уже показал в телеграм-канале, можете перейти посмотреть подробнее. Также скидываю туда полезные советы, чертежи различных построек, в том числе удачного хозблока 6х3. Рисую их сам, максимально просто и понятно. Теперь свариваю трубы по 2 метра и по 80 сантиметров. Надо получить прямоугольник. Далее привариваем получившиеся дуги. 2 по краям и 1 посередине. После этого крашу каркас краской 3 в 1. На следующий день делаю ребра жесткости с помощью перфоленты в 3 местах. Решил поступить таким образом, а не делать перемычки, потому что это сильно упрощает конструкцию и делается очень быстро. Далее уже занимаюсь натягиванием пленки на каркас. Я думаю, вы уже давно поняли, что это делается парник. Чтобы не покупать пленку, взял пароизоляцию, оставалось после постройки бани. По сути такая же пленка, но еще и армированная. Конечно, лишние надписи может не так эстетично, но думаю не так страшно. Креплю с помощью саморезов и перфоленты. После этого на заднюю сторону креплю петли. А на переднюю сторону креплю ручку. Также закрываю боковины. Завершающим этапом делаю ограничителя открытия с помощью тросиков. Осталось заполнить грядку землей и мини-парник готов. Грядка сделана из остатков доски, она на некоторой высоте от земли. Не придется сильно нагибаться, парник можно открывать в жару, а на ночь закрывать. Что там будет посажено, я не знаю. Мое дело было сделать многоразовый удобный парничок, чтобы не использовать вот такие дуги, это неудобно. Вместо пленки можно использовать укрывной материал, либо сделать уже конкретно с поликарбонатом. Но тут я потратился только на петли и ручку. 80 рублей, остальное все уже было. По времени изготовления такого парника, с учетом того, что грядки уже были, заняло у меня буквально пару часов. Так что вот такое полезное использование материалов получилось. Если видео понравилось, то ставьте лайки и пишите комменты. Удобно ли пользоваться таким парником, у кого есть. Подписывайтесь на канал, тут и в Telegram.
Там еще много интересного. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!